Здравствуйте! FIO GH3 — это гибридные внутриканальные наушники стоимостью 175 белорусских рублей. В каждом наушнике находится по одному динамическому и два арматурных излучателя, при этом арматурные излучатели находятся в звуководе. Воспринимаются наушники как обновленная версия от FH1S, потому что наушники крайне схожи по своим некоторым визуальным аспектам и подходят по своей подаче к линейке FH, которая околомониторная, без особых сильных украшений по звучанию. Визуально наушники немножечко изменили свой вид, это новый такой дизайн, он не смотрится сверх как-то интересно, но по крайней мере неплохо. По посадке все естественно очень хорошо, потому что наушники относительно компактные, звуковод вытянутый, ну и естественно амбушюры нормальные, плюс очень легко можно будет подобрать что-то свое, так как звуководы по своему размеру вполне стандартные. Ну и, наверное, самое главное, что они из себя представляют по звучанию, хотя я уже и сказал, что они подходят под линейку FH, это около нейтральное звучание, и естественно, что по общему своему уровню звучания они будут все-таки далековаты от FH3, потому что это значительно хуже проработки краев частотного диапазона, это не такая масштабная сцена, здесь она не столько упрощена по своему объему, как по таким вещам, как разделение тех же инструментов, оно ощущается значительно проще. То есть есть ощущение объема, но сказать, что прям сцена раскрывается там и в ширину, и в глубину и так далее, ну, естественно, нет. Наушники звучат на свои деньги, но при этом не имеют каких-то явных сильных косяков. И что мне понравилось, по своим скоростным характеристикам, они очень даже хороши и звучат, да, действительно дороже, чем их какие-то конкуренты от КЗ за эти же деньги. То есть по атакам, по панчам, ну в том числе, но это уже не настолько очевидно, по атакам они очень хорошие. То есть достаточно быстрые, они точно не медлительные, и что очень радует, они могут достоверно хорошо передавать середину. То есть как раз таки середина здесь звучит классно, это достаточная ее открытость, это достаточная детальность, и нет каких-то искажений, которые бы ощущались, и ловил бы на них внимание во время прослушивания музыки. Поэтому по звучанию мне даже как-то не хочется их за что-то особо ругать. Ну, потому что все равно, когда наушники относительно бюджетные, это вот совсем бюджетный сегмент, то как правило, какие-то жесткие косяки находятся. Но и одновременно с тем хвалить, что вот, в общем, они как-то сделали наушники, которые прям вот являются конкурентами для их там значительно более дорогих моделей, тоже, к сожалению, нет. Они просто хороши за свои деньги, они хороши как конкуренты всяким КЗ, ТФЗ и так далее. Вот, поэтому особо растягивать это видео тоже не хочется, потому что все достаточно понятно. И единственное, что очень непривычно сейчас в 2022 году видеть от FIO тупин-коннекторы вместо MMCX. Хотя, опять-таки, если вспомните же FH1S, то там это практиковалось, и это нормально. И это немного неудобно, потому что, как правило, те же Bluetooth адаптеры от FIO UTVS 5 идут именно с MMCX коннектором, хотя опять-таки присутствует и ступин. Поэтому если данные наушники будут не единственными вашими коллекциями, а одними из, вот, то есть при этом там другие наушники будут с MMCX коннектором, это может предоставить некоторые неудобства. Поэтому не совсем понятно, зачем было приходить к этому шагу. Неужели там настолько большая разница в себестоимости этих коннекторов, этих разъемов, но как есть, так есть. Поэтому буду завершать. Наушники вполне себе обычные, ожидаемо нормально хорошие, но без какого-то прям вау-эффекта, что потом захотелось как-то вспомнить там и посоветовать. Просто хорошая, добротная, сбалансированная модель. Поэтому на этом буду закругляться. Вам большое спасибо за просмотр данного видео, впечатление. Если есть что добавить, естественно, пишите об этом в комментариях. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Счастья, здоровья и до скорых встреч.